протеиновая, очковая, белковая, Дюкана, диета балерин, кремлевская диета. Думаю, с ними не понаслышке знакомы очень многие представительницы прекрасной половины человечества. Однако не каждая диета полезна и зачастую приносит, как это ни печально, вред нашему организму. Сегодня мы с вами коротко, но максимально информативно поговорим о диетах. Здравствуйте, мои хорошие! Диета в переводе с греческого языка означает режим питания, образ жизни. Изначально этот термин обозначал определенный рацион, подходящий для человека с конкретными потребностями и активностью. В древние века люди также соблюдали диеты, но придерживались их принципов всю жизнь. А вот в современном мире вряд ли найдется женщина, которая хотя бы раз в жизни не прибегала к помощи диеты с целью стать стройнее. И в большинстве случаев идет поиск диеты, главной характеристикой которой является быстрая, а никак не безопасная. Желание поскорее похудеть заставляет современного человека закрывать глаза на побочные последствия диет, которые могут отражаться не только в ухудшении самочувствия и изменении далеко не в лучшую сторону внешнего вида, но и провоцировании серьезных сбоев по работе жизненно важных органов и систем. Справедливости ради стоит отметить, что похудение без вреда для организма возможно, однако оно требует терпения, времени и сбалансированного питания. Однозначно, практически любая диета имеет свои негативные последствия. Исключением лишь являются специализированные лечебные диеты, которые разрабатываются в помощь ослабшему организму, перенесшему серьезное заболевание. Далее, говоря о диетах, давайте будем подразумевать под этим словом новомодные схемы диетического питания, которые ничем рациональным во многих случаях не подкреплены. Специфика таких схем состоит в том, что они рассчитаны на быстрый сброс веса за очень короткое время, что противоречит нормальной физиологии человека. Запомните, чем быстрее уходят лишние килограммы, тем быстрее они будут возвращаться и тем более стойким будет новый избыточный вес. Еще одним большим недостатком быстрых диет является то, что полностью исключаются из рациона питания определенные продукты. По этой причине человек, собирающийся следовать строгой диете, вынужден в буквальном смысле перерабатывать себя, чтобы выдержать всю схему и не сорваться по завершении диеты. Но в результате муки, которые он испытывает на диете, оказываются безрезультатными. Как пример, давайте рассмотрим группу низкоуглеводных диет, таких как диета Аткинса или кремлевская диета. Данные диетические схемы питания предполагают полное исключение из рациона углеводной пищи. Люди, следующие таким диетам, теряют в весе, считая, что при этом из их организма устраняется жир. Между тем, все совсем по-другому. Какое-то количество жира, конечно, уходит, но происходит это очень медленно. А вот излишний белок, поступающий с пищей, создает для почек огромную нагрузку, с которой они в определенный момент могут просто не справиться, что приведет к серьезному отравлению продуктами распада белков. О вреде низкоуглеводных диет было известно еще в Древнем Китае, поскольку там практиковался такой метод казни, как закармливание преступника вареным мясом до смерти. Как правило, долго ждать не приходилось, осужденный умирал через 1-2 месяца. Помимо сказанного, низкоуглеводные диеты негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Это связано с недостатком калия и отсутствием ограничений на употребление животных жиров, которые, как известно, богаты холестерином. После окончания подобной диеты жир набирается с удвоенной скоростью. Эта особенность является общей чертой всех диет, рассчитанных на короткое время. В процессе любой диеты организм быстро перестраивается на новый режим питания, начиная менее активно сжигать калории. И когда после завершения диеты человек возвращается к обычному рациону, организм уже не успевает достаточно оперативно перестроиться на новую схему переработки пищи, что ведет к стремительному набору веса, особенно в первые дни.
Отдельного разговора заслуживает головной мозг, который в процессе нахождения человека на диете лишается так необходимой для его корректной работы глюкозы, что провоцирует развитие разнообразных неврологических и психических расстройств. И это не пустые слова. При отсутствии достаточного количества глюкозы в употребляемой пище развивается, в прямом смысле этого слова, голодание мозга. Иными словами, он постепенно перестает выполнять возложенные на него матушкой природой функции. В том, что строгие короткие диеты вредны, можно не сомневаться. Но что же тогда делать человеку, который желает похудеть? Какие существуют альтернативные варианты? Следует четко понимать, что быстрые и несбалансированные диеты не приведут к стойкому желаемому результату, а добиться значительного и стабильного похудения, по мнению большинства диетологов, можно только при условии соблюдения диеты в течение всей жизни. Но это уже относится к разряду изменений гастрономических привычек. Конечно, мгновенного результата в отношении быстрого похудения при таком подходе получить не удастся, но плоды ваших усилий не заставят себя долго ждать. По прошествии всего пары месяцев вы сами заметите в зеркале, как начала подтягиваться фигура, и почувствуете, как значительно улучшилось самочувствие. А на этом на сегодня все. Не болейте. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!